Всем привет! Сегодня хочу разобрать с вами то, как можно отличить подделки от оригинала на примере модельки NMD, а также Puma Hybrid, это Rocket Runner и Hybrid Runner. Это не самый подробный разбор того, как отличать подделки от оригинала, но в данном случае о наболевшем, именно как нужно поступать с этими моделями и как отличать. В данном случае моделька NMD, Hybrid Rocket Runner, Hybrid Runner и технология Hybrid, как я уже сказал, Energy и Evo, и также полиуретан Boost Granules. Мы можем видеть, что, например, в модельке NMD они имеют такую вот структуру, рисуночек. Можно видеть, что материал сделан монолитно, так плотно, и на ощупь, не только визуально, а и на ощупь, точнее, они будут мягкие. Hybrid серия, она имеет блестящий оттенок, в зависимости от цвета. Выпуклые гранулки, на них еще сильнее будет видно, если это подделка. Имеют такую форму как бы резины по виду. И тоже легко можно отличить подделки даже по фотографии. Вот так выглядят оригиналы. Запомнили? Теперь погнали выводить на экран подделки. Чтобы было наглядно, слева вверху оригинал, а пониже будут подделки, и тут первое, что бросается в глаза, сразу же это пена, она здесь более пластиковая в подделке, какая-то неаккуратно прокрашенная. Также вверх, именно материал здесь, вверху именно воротник сделан треугольником, какой-то материал под алькантару или же какую-то махру, непонятно что, такого как бы в оригинале нету. Различные варианты цветовых решений вы можете посмотреть. То, что торчит клей, на самом деле он может торчать и в оригинале, и в подделке. Это, конечно же, не стоит прям воспринимать как стопроцентный вариант определения. Но если же слишком сильно, то следует уже задуматься. Можно вбивать артикул и смотреть, если магазин предоставляет это. Я рекомендую покупать у проверенных именно ресейлеров, продавцов, там мега каких-то магазах, где есть стопроцентное подтверждение, что это оригинал и вас не кинут. Потому что есть недобросовестные ребята, есть вот один вариант, когда вот, например, указывают, что это подделка, есть там, где не указывают, и вы можете об этом просто не знать и купить по ошибке. Это, мне кажется, самое неблагодарное, неприятное дело. Второй вариант можно еще перепроверить на почте. Советую убивать название в Google и смотреть, какие цвета были у этой модели, как они выглядели, и сравнить. Бывает, что картинки могут не соответствовать, тогда опять же таки только уже на почте можно определить, посмотрев, подержав в руках. Запах тоже не всегда является стопроцентным вариантом, так как я встречал кроссовки Puma, где запах может сильно разить клеем. Еще разбираем Hybrid Rocket на фотографиях. Здесь какая-то ТПУ вставка справа с внешней стороны. Ее нету в оригиналах. Это Speedy 600. Сверху, правда, я привел, к примеру, Hybrid NX, но в целом здесь тоже видно, что гибрид более пластиковый, это подделка. Кстати, очень похожи на оригиналы, поэтому тут даже я могу, по сути, ошибиться, если не присматриваться к пене Hybrid. Что касаемо белой пены Evo, то она здесь очень похожа на настоящую. Исполнение, как можно видеть, очень хорошее, клея не видно. Это Hybrid Astra, здесь очень вверх похож, по сути можно даже не отличить, за исключением, что более ТПУ вставка в пятке имеет насыщенный красный цвет, и ТПУ видно, что, не сильно аккуратно, и подошва, она опять же таки очень такая пластиковая по сравнению с оригиналом. Это очень наглядно, вы можете сразу увидеть и отличить. Теперь я вообще не знаю, что это за паль красного цвета. Это вообще какой-то рыночный вариант. Но, вы поняли, такое лучше не брать. И Hybrid Runner, которые у меня же есть, опять же таки для сравнения, как должно выглядеть. Hybrid Rocket. То есть везде можно сразу понять, что это пена оригинал. Такой модели, вот вообще-то как будто Hybrid Astra и помесь непонятно чего. Вот NMD, если не ошибаюсь, R1. В NMD я не так силен, на самом деле, как Puma. Все-таки Puma у меня больше. Но тут тоже можно сразу же определить, как выглядит настоящий буст и как здесь выглядит пластик. Фотографии в плохом качестве, сейчас приведу фотографии в более лучшем изображении. Как вы уже видите, NMD модель как буст, он вообще в целом буст, он имеет как бы такую структуру, очень мягкую, матовую. Мне напоминает он, знаете, пенопласт,
который еще пройден каким-то вот ножом волнистым с разными зазубринками. Вот здесь тоже видно, то есть издалека, в принципе, даже ты не можешь понять сразу, клей торчит, но клей торчит и в оригиналах очень часто. Здесь тоже видно, что пластик, то есть будьте внимательны, и тоже не советую, с Adidas вообще можно ошибиться еще более жестко, так как он более популярен. Вот если даже забить в Google картинки Puma Hybrid или Adidas Boost, то в целом, если брать по Puma, там сразу где-то одна фотография из 7 будет паль. Если же Adidas, там тоже могут встречаться очень часто, особенно на лимитированные какие-то версии, которые в целом вообще стоят там бешеные бабки, а их впаривают, как там, образно говоря, за $50, это тоже абсолютно неправильно. Также и по цене. Цена не сильно отличается у пали от оригинала, поэтому есть большой вопрос, почему так происходит. Я считаю, так быть не должно. Другое дело, если они стоили совсем копейки, у вас нету денег, допустим, тогда есть смысл задуматься и взять что-то там похожее. Но опять же, все будут, у кого есть эта модель или тех, кто хоть немного разбирается, это сразу легко можно будет отличить. Вот такой вот кратенький разбор, как отличать паль именно на примере Boost и гибрид. Более углубленно вы можете найти в других каких-то источниках, если ребята стараются показать более информативно, но в моем случае я хочу кратенько, просто потому что у меня вышел обзор до этого на NMD и вышел обзор на Hybrid Rocket. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и до новых встреч!